Приветствую, друзья! Сегодня я хочу вам показать небольшую видеоинструкцию по сборке и покраске сборной модели грузовичка, больше известного в народе как Шишига. Не забудьте в начале видео поддержать автора лайком и бодрящим комментарием. Как вы уже догадались, это сборная модель от фирмы АВД в 43 масштабе. Внутри коробки нас ждет буклет, достаточно подробная инструкция с этапами сборки модели, также детали непосредственно самой модели. Ну и еще дополнительно я прикупил окрасочные маски, которые мне пригодятся, и дополнительные колеса. Ну, с ними вышел небольшой косяк, об этом попозже. Как обычно, сборку начинаю с отделения деталей слитников. Отделяю я пачками, обрабатываю и потом начинаю собирать. В обработке потребуются как кусачки, надфиль, также могут потребоваться пилки, наждачка, все, что есть под рукой. После того, как детали подготовлены, их можно склеивать. Я использую обычный модельный клей для пластика. Если вам интересна тематика моделизма, сборных моделей, не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Ну а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых интересных видео. Как вы могли заметить, кабина у этой модели металлическая, и она тоже требует некоторой обработки. Присутствуют небольшие швы по углам. Их я зачистил с помощью надфиля и шлифовальных губок. Также с помощью шлифовальной губки прошелся по всей кабине. Посадочные места под зеркала, поручни, дверные ручки были немножко залиты, и я их развальцевал с помощью шила. Пластиковые детали к металлической кабине я приклеиваю с помощью суперклея. Вот эти детали я приклеил сразу, а прозрачные детали я приклею позже, после базовой покраски. Аналогичным образом я собрал кузов. Здесь основная проблема была с этими крюками. Несколько штук я благополучно посеял, но благо АВД их дает с запасом. Поэтому даже несмотря на потерянные детали, мне хватило и еще даже осталось. Далее я перешел к колесам, и тут меня ждало небольшое разочарование. Дополнительные покрышки, которые я купил, не подходят к родным дискам. Они в них тупо болтаются. Поэтому пришлось отложить эту резину на потом. 4 колеса плюс запаску готовы, можно двигаться дальше. Далее я собрал нишу под запаску, крепление баков и непосредственно сами баки, ну и конечно же движок с коробкой. Сейчас я еще соберу ходовую, элементы рамы, и можно переходить к покраске. Ну и вот что у меня получилось в итоге. Колеса я не ставил, так они будут краситься отдельно. Также у меня там еще не приклеен глушитель, карданы. В этой модели предусмотрена откидная кабина, так что кто хочет, можно сделать и поработать двигатель. Двигатель я, кстати, красить буду тоже отдельно. Ну что ж, теперь можно переходить непосредственно по краске, и первый этап — грунтовка. Грунтовать я буду серым грунтом с помощью аэрографа. Грунтуются все элементы, в том числе и металлическая кабина. Покрышки от колес я тоже буду красить. А вы их красите или оставляете в исходном виде? Напишите об этом в комментарии. Интересно узнать, как много людей оставляют покрышки неокрашенными. Для покрышек я использую цвет старой шины, а колесные диски выкрашу в черный. Учитывая, что цвета близкие, при определенном навыке можно выкрасить аккуратно и без окрасочных масок. Далее этим же черным цветом делаю пришейдинг, для того, чтобы впоследствии у нас получилась более интересная окраска.
Кузов я выкрасил аналогичным образом, днище полностью черное. Также полностью в черный цвет я выкрасил раму. Ну а далее можно переходить к нанесению базового цвета. В моем случае это цвет защитный. Наношу тонкими слоями, чтобы остался эффект пришейдинга. И первый базовый цвет кузова будет также выкрашен в этот защитный цвет. Днище кузова все так же остается черным. Далее немножко высветлений. Базовый защитный и немножко добавления зеленого тростника. На кузове это, конечно, особо заметно не будет, но лишняя тонировка не помешает. И аналогичным образом делаю высветление на кабине. Движок просто задуваю в металлик. Ну а теперь еще немножко новой техники для меня. Средство чиппинг. Я его обильно наношу на кузов. Согласно инструкции, при нанесении второго слоя нужно немножко подождать. Ну и чтобы не терять время, кисточкой прорабатываю элементы салона. Необходимое время прошло, наношу второй слой на кузов, это небесно-голубой. Второму слою краски также необходимо дать некоторое время, а потом можно будет переходить к состариванию. Для состаривания потребуется вода, жесткая кисть, зубочистки, ну и можно еще зубную щетку использовать. И потом тереть, тереть и еще раз тереть, много тереть. На самом деле я с трудом смог снять второй слой краски, на это потребовалось много усилий и времени. Ну, кое-что получилось для первого раза, мне кажется, неплохо. Но на самом деле я думал, что краска будет сниматься легче, ну, скажем так, с малейшим усилием. Возможно, я что-то нарушил в процессе. Если кто-то ранее пользовался этой жижей, напишите в комментариях ваш рецепт. С помощью окрасочных масок, которые шли в комплекте, я выкрасил резиновые уплотнители. Маски очень сильно помогли, и результат получился просто отличный. Ну, собственно, зацените сами. На лобовом также сделаю имитацию запыления стекла, но это чуть позже. Ну а теперь снова работа с кистью, а точнее с техникой сухой кистью, состариваю салон, ну, точнее кресло. Металликом выкрасил ручки внутри салона, снаружи салона, ну и также дверной замок. Ну а теперь самое время переходить к смывке. В первую очередь залил смывкой движок, потом этой же смывкой прошелся по салону, по кабине, ну и конечно же по кузову. Процесс достаточно простой, монотонный, особо объяснять нечего. Но если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях под этим видео. После нанесения смывки я подождал где-то минут 15-20 и приступил к убиранию излишков. Излишки я убираю с помощью White Spirit
и безворсовых палочек. Безворсовые палочки хороши тем, что они не оставляют ворсинок, в отличие от ватных палочек, ну и в целом они более удобны. Заказывал я их из Китая. Хорошая подборка товаров из Китая для моделизма есть у меня на сайте. Ссылочка есть в описании видео, и в правом углу тоже на нее ссылку я оставлю. Переходите, посмотрите, наверняка найдете для себя что-то интересное. Также для того, чтобы убрать излишки смывки, можно использовать в некоторых местах кисть. После смывки прихожу к другим эффектам. Первый эффект — это потеки топлива, ими залил двигатель. А на выхлопную трубу нанес эффект ржавчины. И, не дожидаясь высыхания первого слоя, нанес и смешал еще с темной грязью для получения такого более темного оттенка ржавчины. Далее перехожу к загрязнению колес. Для этого я использую такую жижу от Wilder, серия Aqualine. Хороша она тем, что имеет приятный запах и разбавляется с помощью воды. Еще ее плюс в том, что если понравилось, можно весь эффект смыть, опять же, с помощью обычной воды. Это же средство использую для нанесения брызг как на колеса, так и на кузов и на другие части грузовичка. Ну и чуть не забыл, необходимо нанести декали, точнее одну декаль, это приборная панель. Другие декали из набора мне не потребовались. После всех манипуляций пришло время покрыть модель матовым лаком. Кстати, все предыдущие этапы выполнялись без нанесения какого-либо лака. То есть все эффекты наносились непосредственно на краску. Матовый лак я нанес для того, чтобы приглушить небольшой глянец и для того, чтобы закрепить нанесенные ранее эффекты. Для имитации отражателей в фарах, как всегда, использую маркеры Molotov Chrome. Не в первый раз их применяю, очень нравится результат. С помощью прозрачных лаков окрасил стекляшки. И ближе к финалу к стройке приклеил щетки стеклоочистителей. И, кстати, вот так у меня получилось запылить лобовые стекла. Делал все тем же матовым лаком. Пока приклеивал дворники, подсох первый цвет лака и можно нанести второй. Делается для того, чтобы они не перемешались. Прозрачные детали клею с помощью специального клея. Под конец мне показалось, что черные элементы выглядят скучновато, и решил немножко их оживить с помощью техники сухой кисти и серой краски. Таким образом я достиг двойного эффекта и одновременно состарил и подчеркнул детализацию. Ну и чтобы кузов не оставлять пустым и скучным, я сходил в парк, набрал веточек и напилил из них имитацию бревен. Долго пришлось повозиться. Ну и вот что у меня получилось в итоге. Как по мне, достаточно прикольная модель, простая в сборке, и с ней справится даже новичок. Фотографии этой модели можно будет найти на страничках моих социальных сетей, а также на сайте. Понравилось видео? Поставь бодрящий лайк, покажи это видео своим друзьям, сделай репост в социальной сети и помните, моделизм должен приносить удовольствие.